привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Сегодня у нас не парфюмерное видео. Друзья, если вы любите именно мои парфюмерные болталки, то переходите на другие видео. Их у меня предостаточно. А мы сегодня поговорим про Мадрид, про мою поездку туда, если быть точнее. Меня просили снять видео об этом городе, но вы знаете, мне кажется, что в рамках моего канала и моих возможностей гораздо интереснее это сделать с субъективной точки зрения. Потому что есть много каналов про путешествия, где шикарные съемки, шикарные виды, которые покажут Мадрид с лучшей стороны. Не смотрите Варламова, он абсолютно не прав, он нашел в Мадриде просто какие-то худшие места. Я не знаю, ему заплатил Лиссабон, потому что он Лиссабон настолько хвалит и никаких вообще даже минусов там не рассказал, а в любом городе есть плюсы и минусы. Поэтому подытожим, да, у меня видео будет чисто субъективное. Вот мой взгляд, моя история, причем она вот в эту поездку сильно отличается от моих предыдущих. Дело в том, что первый раз я приехала в Мадрид, так надолго, да, на несколько дней, где-то через год или полтора моей миграции, и я просто влюбилась в этот город, в его ритм. И вот если бы тогда мы собрали вещи и рванули жить туда, я была бы, наверное, полностью довольна. Потому что это, конечно, не Питер, да, это совсем другой город, но, честно говоря, он мне даже понравился больше, вот именно если, да, с холодным сердцем просто пытаться оценить с точки зрения архитектуры, истории, каких-то там возможностей, которые дает город, то мне даже понравился больше. Конечно, пойдемте. Зимний дворец. Мне на самом деле очень страшно, и я сейчас вам покажу, а сама я смотреть вниз не буду. Нет, я не пойду. Иди давай. Нет, я не пойду. Иди сам, иди. Короче, я иду, но вниз я не смотрю. Мое воображение это... Что это? Я не буду, нет, я пошла. Вот с этой точки зрения, да, мне Мадрид понравился даже больше. А потом мы приезжали туда еще раз на Новый год. Уже прошло, наверное, года 2,5 после эмиграции. И я помню, что я не хотела уезжать. Я просто сидела и говорила, почему я должна отсюда вообще уезжать? Сегодня последний вечер, когда мы в Мадриде, мы сидим, ждем пиццу с собой. И знаете, что я думаю? Я думаю, почему я должна вообще отсюда уезжать? Это просто непонятно. Я наконец-то себя чувствую как дома. Я понимаю, что это немного странно сейчас прозвучит, но вот это серое небо, которое тут уже третий день, сегодня целый день идет дождь. Вернись. Это Денис так делает. Сегодня целый день идет дождь, и мы ехали на экскурсионном автобусе. Я смотрела за окно, и по окну так стекала капля дождя. За окном лежали чуть-чуть пожухлые листья, пожелтевшие осенние. Была такая небольшая лужа, в которой отражалось это серое небо. Капали туда капли, и у меня было полное ощущение, что я дома. И вот эти вот чувства, которые я испытывала дома, они наконец-то у меня появились именно в контакте с городом. Я поняла, что мне этого очень не хватает. Это солнце 360 дней практически в году, оно просто для меня невыносимо. Я знаю, что это звучит странно, но правда, да, в Питере 30 дней солнечных в году. Это мало. 30 дней в году это мало. Но 360 дней в году солнца это тоже много. Хотя бы месяц без солнца, пожалуйста. В общем, я не знаю, в чем дело. В погоде, в этом привычном небе, в том, что огромный город, толпы людей, куча музеев на выбор. Ты просто за жизнью успеешь обходить все музеи здесь. Если кто-то обойдется всю жизнь в Праду, то и выживет. Потому что я после Праду чуть в обморок не упала вчера.
Ну, если кто-то обойдет, то это, мне кажется, просто единицы. Единицы, если этот человек сделает, ему, наверное, какую-то медаль вручают как почетному посетителю Прада. Я не знаю. Вот. Поэтому мне надо, чтобы было это ощущение, что в этом городе еще остались музеи, в которые я не обошла. Еще есть просто районы, в которых я еще не побывала, улицы, о существовании которых я даже не догадываюсь, что было много людей. Я поняла, что я не люблю, когда много людей на празднике, много людей на площади там собрались для чего-то. Если они собрались на праздник, хотя это тоже праздник, ну на другой праздник, любой другой, то я против. Я не хочу, мне не нравится толпа. Но когда толпа куда-то идет по делам, и ну как бы это же не такая прям, что там не протолкнуться, то мне нравится, мне не хватает этого ощущения. Я понимаю, что мне нужен Мадрид. О, нам принесли пиццу. Gracias. А нам же нужен счет. Вот, друзья, поэтому я понимаю, что Мадрид, ну пока, по крайней мере, пока, это тот город, в котором я могла бы жить. Валенсия для меня слишком постоянно веселая, слишком солнечная. Я чувствую себя там плохим человеком. Сейчас я договорю эту идею, потому что я не такой человек. Я все-таки более, наверное, серьезный человек. Я более бываю в таком каком-то меланхоличном настроении. Я не все время всем улыбаюсь. Я не открытый человек. И поэтому я в Валенсии чувствую себя каким-то плохим человеком. А здесь я чувствую себя гармонично. Здесь люди вот в принципе такие же. Они куда-то спешат. Они довольно закрытые. Ну, по сравнению с петербуржцами, наверное, не настолько, но закрытые. Да сейчас, ты сам сказал, вот человек тоже. Давай снимем. Сейчас нам еще счет не принесли. Ты же сказал, нам счет еще должны принести. Сейчас. Вот. И поэтому я себя здесь чувствую просто более комфортно. Я сливаюсь с городом. Надо, наверное, здесь еще больше пожить, хотя я тут уже 5-й раз. Но, наверное, надо еще пожить хотя бы месяц-два. Вот такая сейчас у меня есть идея. А потом решить все-таки, ставить ли себе эту цель переезд сюда или нет. Знаете, с одной стороны, этот город очень величественный. Там вот все огромное. Вот если ты приходишь в какой-нибудь Уникло, кстати, Уникло там просто шикарный. Это просто какой-то музей с точки зрения, да, его внутреннего убранства. Это очень-очень красивый магазин. И вообще, если вы будете в Мадриде, то зайдите в центральный Уникло, который на Гран-Виа находится. Вот просто, если даже вам там ничего не нужно, просто посмотреть. Очень красиво, поражает. Заходишь в Зару, опять же, там на Гран-Виа, она просто невероятных размеров. H&M, какой-нибудь там Primark. Все огромные магазины, здания огромные. И там вот именно, понимаете, вот все такое вот величественное. Больших-больших размеров. И там, конечно, огромные возможности. Это я тоже поняла за эту поездку. Я, если кто не смотрел видео, вот где я рассказывала, я училась на сценариста, брала курс интенсива, то есть там месяц были занятия каждый день по 4 часа. И вот здесь начинается моя самая большая трудность. Я считала до этого момента, потому что я могла, допустим, смотреть дублированные сериалы даже без перевода, даже могла смотреть без субтитров. Да, конечно, я не знаю всех испанских слов, там попадаются незнакомые слова, но все равно, да, если в целом предложение одно-два незнакомых слова, да, и этих предложений немного, то понимаешь вообще абсолютно все. И поэтому у меня было ложное впечатление о своем уровне испанского. И вот эти вот редкие какие-то столкновения с людьми, там где-то в каких-то госорганах или куда-то там мы пришли с кем-то такой small talk, да, поддержать, это все оказалось красивой картинкой себе. И она просто вот разбилась, когда я столкнулась с настоящей живой
речью людей, которые, да, не структурированы, как, допустим, у преподавателя, которого я понимала прекрасно, а вот когда люди разговаривают, вот как я сейчас, вот что идет, то идет, какая-то фраза может не закончиться, перескочить, где-то несогласованные слова, потому что ты внутри начал строить по-другому, а закончил вот так, как закончил это предложение. И, соответственно, живая обычная речь с кучей разговорных слов, естественно, естественно. И я была в таком шоке. Я поняла, что это другой язык, это другой испанский, это не тот, которому меня учат в школе. Я вот сейчас хожу сразу на B2 и C1, да, на уровень, и я слушаю, как все разговаривают на этих уровнях, да, даже преподаватели с нами. Это не тот язык, абсолютно не тот. Я понимаю, что вот это столкновение, оно все равно должно произойти, но меня оно шокировало еще с той точки зрения, что это был интенсив, да, это значит, что очень насыщенная программа даже для носителя языка, для меня это было там просто вообще. Самое сложное для меня было это работа, мне прямо жарко стало, это работа в группах, потому что если особенно больших, в маленькой группе, где нас было трое, еще как-то, да, мне было более-менее, я могла что-то даже, свои какие-то идеи выразить не всегда до конца, но ко мне даже прислушивались. Вот что меня, я в таком восторге от того, как люди относятся к человеку, который очень, так сказать, еще не очень хорошо разговаривает по-испански, насколько они терпеливо относятся. Нам давали задания, у нас было ограниченное время, и они вот выслушивали, когда я пыталась объяснить, вот когда в процессе надо объяснить, тебе приходит идея в голову, это такой вынос мозга, приходит идея, это как импульс, и она зависает, она не знает, в какой язык. Понятно, что она не может в испанский. Оно как-то... Я не могу описать этот процесс. В общем, надо было эту идею родить, и потом еще ее как-то выразить на испанском. И все это очень быстро. Естественно, это то, что вот я описываю, на самом деле происходит в мгновение. И я, значит, вот как могла, я выражала, и девчонка с нами была в группе, она меня прям понимала хорошо. Не знаю почему, она актриса, может, у нее какой-то развит инстинкт, да, актерский, понимать человека вот по его вот этим вот каким-то даже движениям. Не знаю. В общем, она переводила то, что я сказала парню, на вот этом вот настоящем испанском, на котором говорят все люди. И, соответственно, более-менее, когда мы сели в большую группу, и у нас был мозговой штурм, как бы мой мозг, он только успевал в этом штурме просто понимать идеи других людей. У меня просто не было времени и сил, и, как сказать, вот этого внутреннего, да, процессора, мощности, просто его хватало только на вот это вот понимание. Ну, короче, я была в диком шоке от того, что происходит, но спасибо большое моим подписчицам. Мне писала одна из подписчиц, что когда она ходила вот после того, как вышла на работу, да, на иностранном языке, и когда она ходила на собрания, она тоже сидела и иногда не понимала ничего. И вот этот опыт, да, которым со мной она поделилась, он мне дал какое-то вот ощущение, что все идет по плану. Да, план дурацкий, я его лично не составляла, но как бы вот он такой. Я не буду плакать, я сказала, я когда меня снимают, я не буду плакать, если это не написано в сценарии. Для меня был вообще огромный стресс этот интенсив, конечно. С одной стороны, я просто счастлива, что на него попала. Я очень рада, что я на это решилась. Да, благодаря моей вот этой вот иллюзорному, да, представлению о своем уровне испанского я на это решилась. Но я очень рада, очень. Я познакомилась с очень классными людьми. Да, у меня не получилось создать какой-то контакт, чтобы я с ними общалась. У нас есть болталка в WhatsApp, и я вижу, как они болтают, и узнаю много новых выражений и слов, и вижу, как вообще, да, разговор строится и так далее. Вот. И очень рада, что это происходит со мной, да. Но я чувствовала себя как за стеклом, и дело тут не в том, что я там чувствую себя чужой и так далее. Дело в том, что я не знаю язык на этом уровне. И то есть мне тяжело. Я вообще, в принципе, да, довольно закрытый, интровертный человек, сам в себе, человек сам в себе. И, в принципе, не сказать, что я всегда там рвусь с кем-то общаться, прям супер мне это необходимо. Нет. И поэтому для меня, да, большой стресс вот создать отношения, когда ты не до конца понимаешь, что тебе говорят.
Я вот вам клянусь, язык, которым говорят живые люди, и язык, который мы учим в классе вот, испанского, это, правда, очень сильно отличается. Даже мой преподаватель испанского, ну, который вот испанец, с которым у меня занятия 2 раза в неделю еще, плюс к моей школе, он говорит, да, ты совершенно права, что это, правда, другой язык, и то, что мы учим, это, ну, как бы основа. Потом с ней ты выходишь, и придется изучать еще вот язык живой. Вот, и к чему я это рассказываю? Эта поездка в Мадрид, конечно, очень связана с тем, чем я там занималась. И я поняла, вот мне очень не хватало вот там отдыха. Я старалась отдохнуть, как это было возможно, но большой шумный город, он просто не давал мне возможности отдохнуть. Я поняла, что для меня очень важна тишина, для меня очень важна уединенность. Я бы даже сказала, связь с природой, да, вот как у нас здесь, у нас вокруг природа, вокруг вот море тут рядом, там вот горы, очень тихо, и мне очень этого не хватало в городе, и я сделала... и еще мне прям реально не хватало моря, прям, ну вот правда, я не скажу, что я тут прям целыми днями сижу на море, нет, ну вот иногда туда прийти, даже раз в неделю, это стало какой-то нормой, и от этого, правда, подпитываешься энергией. Ну, хоть чуть-чуть, да, не скажу, что это прям вот единственный, самый огромный источник, но хотя бы чуть-чуть, и мне этого очень сильно не хватало. И я вдруг поняла, что я хочу жить, где море. Ну, я вот сейчас тут живу, и я вот, короче, я была вот еще от этого осознания в шоке, что я не готова переехать в Мадрид, потому что мне очень нравится, что я сейчас живу в том регионе, где есть море рядом. Пока не знаю, что с этим делать, потому что я была уверена, что я прям хоть завтра, да, что Денис вот не хочет, а я прям хоть завтра готова собраться и поехать. Сейчас мне так не кажется. Даже вариант, если жить за Мадридом, да, мне тоже уже не кажется таким впечатляющим, как раньше. Потому что все-таки вот жить за Валенсией, это значит, что можно даже жить в 15 минутах езды до центра, да, и это будет уже за Валенсией. Такие варианты есть. Сейчас мы живем в 40 минутах езды на машине от Валенсии, от центра Валенсии, и для меня это нормально. 40 минут дорога, для меня это не какой-то невыносимый путь. Абсолютно для меня норма. В Питере, мне кажется, меньше 40 минут. Я вообще 40 минут казалось в Питере, это очень рядом. И я сохранила это ощущение, что это рядом. А в Мадриде нет. В Мадриде, если жить вот где-то за городом, то это минимум будет час. И, скорее всего, даже больше. Вот тут уже какая-то у меня критичная цифра получается. Но это уже много, больше часа куда-то ехать каждый день, особенно если туда-обратно. Я понимаю, кто смотрит меня сейчас из больших городов, вы думаете, вот я вообще... Ну, тут правда это с людьми происходит. Тут даже для людей уже 20 минут куда доехать, они говорят, ой, нет, это очень далеко, 20 минут, нет, мне надо, чтобы я там жил, не знаю, в 7 минутах от центра. Вот это нормально, это небольшой путь. Вот что-то происходит. Вот когда живешь уже в городе поменьше, представление о том, сколько готов потратить на дорогу, меняется очень сильно. Вот. И поэтому у меня в этот раз какое-то более трезвое впечатление о Мадриде. Да, я до сих пор знаю, что там шикарные возможности для развития, ну вот конкретно моей карьеры есть, для учебы есть возможности шикарные, знакомства с очень интересными людьми. У меня на интенсиве были актрисы, актеры, режиссеры документальных фильмов. Был парень, он режиссер, у него там есть короткометражка снята, но в принципе он режиссер рекламы, клипов и так далее. Люди были, которые уже получили там кучу всяких наград за свои документальные фильмы. То есть прям вообще очень интересная собралась компания. И я понимаю, что вот мне в этой среде интересно, мне хочется в ней находиться. Я понимаю, что в Мадриде она есть, потому что в Мадриде много учебных заведений, в Валенсии, ну именно вот, да, в кино, телевидение и так далее. В Валенсии их не так много, к сожалению, к большому сожалению. Вот. И я не знаю, честно, я пока для себя решила так, все, что можно делать дистанционно, ну, то есть пока еще мне надо, я вернулась с осознанием, что мне надо улучшать свой испанский очень срочно, насколько это возможно.
мне надо работать над сценарием, и потом уже, да, ну вот если я найду именно, да, возможность реализовываться в Мадриде, да, да, я поеду, но я решила для себя, что я буду очень скрупулезно выбирать район. Мы сильно ошиблись с районом. Я выбирала больше даже по карте, по самой квартире, чтобы она мне нравилась, и сильно ошиблась. А, Расположение, правда, шикарное. Недалеко выезд на окружную дорогу, то есть очень быстро, допустим, мы доехали до Куэнки. Куэнка – это город туристический, очень красивый. Он называется город подвесных домов, висящих домов, вот как по-русски, висящих домов. Это значит, что они прям так на скале строили так дома, что они, правда, туда как будто бы свисают со скалы. А потом Толедо рядом. Толедо очень красивый город. То есть, ну, прям прикольно, что можно вот так вот сесть и быстро туда доехать. И за город уехать тоже очень быстро. До центра за 30 минут можно дойти до музея Прадо. Ну, то есть это, правда, недалеко до центра, да? Полчаса пешком, 8-10 минут на машине. Но это оказался район, как мой преподаватель его называл, мультинациональный. Там очень опасно. Там на машинах висели надписи, такая, знаете, листочек А4 и надпись «В машине нет ничего ценного, не разбивайте, пожалуйста, стекла». Вот такая вот атмосферка. В один день, я помню, Денис просто забирал машину с парковки, которую мы оставляли за 15 минут ходьбы от дома, потому что нам нужен был безопасный паркинг подземный, поэтому приходилось 15 минут идти до паркинга каждый день. Он выходил раньше, брал машину, забирал меня, и я помню, он звонит и говорит: ты когда выйдешь, я не смогу там тебя встретить, где обычно, потому что вся наша улица перекрыта и полностью заполонена полицейскими машинами. Что-то там, говорит, происходит. Поэтому там в другом месте я тебя встречу. Я выхожу, с утра такое доброе утро, выхожу, и там, правда, какие-то разборки полицейских с кем-то там, я не знаю, с наркоторговцами или с кем еще, непонятно. Ну, в общем, район довольно опасный. Правда, я боялась там ходить вечером, и, в принципе, я этого не делала. Я боялась, когда Денис выходил погулять, его эти манеры погулять, да, или перед наводнением за 5 минут до начала выйти, чтобы не вернуться ночью, либо вот в таком райончике пройтись. Ну, в общем, метро там рядом было. То есть от метро вот до нашей квартиры идти было 5 минут. То есть расположение, вот тут вообще не прикопаться. Знать, что это район опасный настолько, наверное, если перелопатить все отзывы. Я почему-то думала по своей наивности, что такое жилье, да, оно не дешевое, оно в флекси-ливинг, в этой системе, ну, то есть современное, отремонтированное и так далее. Я почему-то по наивности думала, что они в таком районе не построят. Нет, и еще было очень-очень шумно. Просто кошмарно, сколько было шумно. У меня было ощущение в этой квартире, что я в ловушке, потому что я вот здесь привыкла, что я могу выйти из дома и пойти гулять. Тут просторы. Хочешь на море иди, хочешь вон туда вот куда-нибудь в поля апельсиновые иди гуляй. В общем, на велике катайся. Людей даже в сезон, я не скажу, что их было прям очень много. Там был вот просто постоянный базар-вокзал. Это недалеко от центра, поэтому там мимо кто-то ехал, шел. Тут какие-то люди идут, вот эти мультинациональные разборки. А ты здесь сколько живешь, а я здесь, а ты вообще кто такой? Ночью не открыть даже окна, да, мы еще приехали, было жарко, потому что круглые сутки там орут. И, ну, короче, это вот у меня это сейчас создает ощущение, что я в ловушке, что я даже не могу из дома выйти, потому что мне как бы хочется отдохнуть, да, как-то вот. И единственный способ отдыхать, который я для себя нашла после 4 часов предельной концентрации каждую секунду, чтобы понимать, о чем там идет речь, да, нельзя было отвлекаться даже на собственные мысли, потому что они приходят в основном на русском. Вот, и, соответственно, чтобы как-то расслабиться, я находила для себя единственный способ, это вот так вот просто лечь, лежать и, не знаю, там, посмотреть какой-нибудь сериал, почитать что-нибудь, поспать. В общем, вот только такой. Когда я думала о том, чтобы выйти, я понимала, что там мне будет еще хуже. В этом шуме и гамме, какие-то запахи, вот еще вот парфманьяки меня поймут, запахи это очень сильно влияет. Там куча каких-то запахов, и не всегда они приятные. Ну, и
это тоже меня натолкнуло на мысли о том, что надо очень-очень скрупулезно выбирать район в Мадриде, где жить. Даже вот тот же Варламов, о котором я сказала, который в своем видео показал самое худшее, по-моему, что есть в Мадриде. Можно это видео смотреть, Варламова, и понимать, куда не стоит ехать. Но он, кстати, показывал какие-то окраины. Вот он не знал, что ли, про этот район. Это вообще видно, что это все-таки историческая часть города, по зданиям это видно, по улицам. Если это все прибрать, убрать все улицы, да, помыть, почистить, все эти вывески какие-то вот эти вот страшненькие убрать, все дома отремонтировать, это правда очень красивая историческая часть города. И да, там даже, наверное, не получилось бы таких съемок феерических, как сделал Варламов. Где-то он какую-то окраину нашел, там вообще просто заброшенную, выдавая ее просто за весь Мадрид. Ну, в общем, надо очень-очень постараться выбрать в Мадриде район. Иногда даже, может быть, это такой квартал. Вот рядом с нами, там, если пройти 20 минут, чуть в сторону, там был классный квартал. И мы зашли на территорию вот такого, так, там еще стройка идет, комплекса. Это называется Flexi Living, но вот это что-то похожее, где мы сейчас живем, но у нас нет никакой инфраструктуры, а у них есть внутри, видите, тут всякая зелень, какие-то пеньки. И сейчас вам покажу. Вот, например, вот такая зона есть. Вон там, видите, вот это вот двери, вон там, это в коворкинг. А там, Бассейн. наверное, бассейн. Вон там он? Вон Да. там бассейн, он сейчас закрыт. Да, вон там бассейн, который сейчас закрыт. Мы нашли березку. Денис сказал мусор не снимать, ну а что я сделаю, если он есть? Ну, в общем, мы ходим и думаем, а не остаться ли нам в Мадриде. У Дениса есть одна безумная идея. Честно, даже мне кажется, она какой-то безумная. Не уезжать, скажи. Не, я пока такое говорить не могу вслух. Там у них есть кафе, рестораны, сауна, тренажерный зал, лаунж. По-моему, даже у них есть там прачечная, химчистка. В общем, вот полностью все услуги есть. И полностью закрытый комплекс. Там свое озеленение, там вообще своя атмосфера. Вот только если так. Но опять же, это ощущение вот этой закрытости, да, которой нет здесь. Вот здесь ты выходишь, у нас вот я выхожу тут, и иду просто на километры. Могу по полям ходить, по апельсиновым в одну сторону, могу в другую пойти, там тоже поля, по морю ходить. Поняли, да, гулять около моря. И вот это вот ощущение пространства вокруг, которое не заполнено толпами людей, которые куда-то спешат, ссорятся, у них какие-то проблемы, не проблемы, или просто они торопятся. Да, я поняла, что я от этого отвыкла. К чему я вам рассказывала вот эту хронологию посещения Мадрида? К тому, что у меня менялось это впечатление про Мадрид в зависимости от того, насколько я отвыкала от жизни в большом городе. Ну и в Питере я уже последние годы жила в Лахте, та, которая возле вот этой Газпромовской башни. Там тоже была такая закрытая территория. Там тоже было мало людей, и я, соответственно, уже довольно-таки отвыкала от вот жизни в таком каком-нибудь огромном, ну, не знаю, 20-этажном. Ну, это я вообще жила недолго в таком доме. Я на Ваське еще жила. На Ваське тоже, как вы понимаете, многолюдно. Ну, то есть последние годы в Лахте я жила довольно-таки спокойно, но все равно я регулярно ездила в город, да, регулярно была в толпе, и для меня это было привычно. А тут вот, пожив в тишине, в соединении с природой, в таком спокойствии и гармонии, причем, ну, пожив довольно-таки долго, да, я вдруг поняла, насколько это ценно. Ой, я не знаю, куда я качусь. Я прям не знаю. Дай мне Бог ума и здоровья, чтобы я сделала то, что я хочу, и не просто расслабилась тут, в конце концов, плюнула на все. Подумала, да что? И иногда такие мысли, вот положа руку на сердце, приходят. И думаю, да что я вообще, куда мне вообще надо? Вот у меня море. Раньше я об этом мечтала, могла год или два мечтать о том, чтобы вот приехать на море, а сейчас я каждый день здесь. Вот, ну, что мне вообще еще надо? Все, расслабься. Но нет, честно говоря, пока нет. Все-таки надеюсь, что я до конца так не расслаблюсь.
не хватает, правда, вот именно общения вот в моей среде. Мне было очень комфортно, с одной стороны, да, с людьми, когда они показывали свои проекты, рассказывали о себе. Просто я внутри прям радовалась, что я там нахожусь и в этом участвую. А с другой стороны, у меня даже было ощущение такое, вот у меня бывает такое, я думаю, блин, я занимаю чье-то место, сюда мог бы прийти человек, который, может быть, еще не сделал какие-то проекты, да, у него нет такого портфолио, ну, я портфолио туда высылала, но зато он бы говорил по-испански нормально, в этом участвовал бы, все бы понимал, а я вот тут сижу. Но я быстро отгоняла эти мысли, я думала, я как бы прислала, меня позвали, как бы все нормально, я тут заслуженно нахожусь, вот. И все-таки это не сильно омрачило это вот мысль. Я вообще все мысли старалась гнать, потому что я старалась просто вслушиваться и понимать. Я настолько я понимала, я даже иногда удивлялась, как я это поняла. Просто потому что иногда слушала, и я вообще не знаю. Это было чудо, что я это иногда понимала. Испанцы еще говорят очень быстро, очень быстро. Плюс куча незнакомых разговорных слов, да. И вот эта вот, ну, живая речь, которая отличается от структурированной любой сериала или, да, когда преподаватель объясняет, это сильно отличается, живая речь. Вот. Если как итог, да, у меня вообще была тетрадка, где я написала, что я должна рассказать. Так, я про Мадрид рассказала, про то, что рядом есть, рассказала, красивый Уникло. В целом, пока я нахожусь в таком... Мне кажется, что иногда это нужно, да, когда ты собираешь свою личность заново по кусочкам здесь. Вот еще, кстати, это уже рассказывала в предыдущем видео о том, что у меня вот было прям такое яркое ощущение, что у меня как будто бы есть вторая такая строящаяся личность, которая живет на испанском, другую жизнь какую-то испанскую. И вот есть личность на русском языке, которая живет вот эту вот жизнь. Ну, там все нормально, и психически здорово, есть дирижер, который все это, так сказать, понимает. И мне в комментариях отозвались девочки, сказали, что вот да, у них тоже есть такое ощущение, причем даже у тех, кто живет уже давно в другой стране, есть вот это вот ощущение, что есть две жизни. Потом я стала читать об этой теме, и это вполне нормально, когда человек интегрируется в новую культуру, у него правда формируется вот какая-то такая еще отдельная часть. И самое тут важное, да, соединить вот эту бикультурность в себе, не отрицая ни одну из них, да, не говоря вот это вот лучшее, я буду за нее держаться, или вот это вот худшее, я должна от нее отказаться. Нет, именно соединить их в себе, чтобы они как будто, вы знаете, так подружились внутри, чтобы такой был здоровый симбиоз двух культур, как будто бы они там, не знаю, как-то друг друга дополняли где-то. Я пока не поняла, как это должно работать, но вот в эту поездку я поняла, что это правда происходит. И я нахожусь в таком еще процессе развития, поэтому мне предстоит сделать, я понимаю, еще много разных выборов, от которых будет зависеть, да, моя дальнейшая жизнь. С одной стороны, это очень радостно, что я могу выбирать. С другой стороны, для меня это довольно сложно, потому что я очень много думаю всегда, но на самом деле решения обычно принимаю быстро. То есть я много могу думать, и потом у меня внутри как будто какой-то такой импульс, отклик, и я на 100% знаю, что надо делать вот так, на 100%. Меня уже ничего не может остановить, когда вот внутри появляется вот это, знаете, какая-то как будто энергия, как будто мне кредит я сама себе выдаю, говорю, вот на тебе вот эта энергия, вот на вот это вот. То есть там целевое использование средств. Вот здесь я не получу энергию, если правда там не будет какой-то уверенности, что я хочу это из своей, так сказать, глубинной сути, не из каких-то там зарождающихся или родившихся давно частей своих какой-то там культуры одной или другой, а прям вот реально это должно быть мое решение, да. У Юнга есть такое понятие самость. Вот самость в других учениях, культурах еще называется душа, то есть когда мое вот это вот решение, с ним согласна моя душа, все, она туда идет, и я могу тратить на это силы, время, энергию, вообще не задавая себе вопросов, есть ли в этом смысл, зачем я это делаю. Все понятно, на это у меня есть ресурс, мне дали на это, так сказать, энергию, я ее отрабатываю. Все, друзья, у меня получилось очень большое видео. Вот такие вот у меня, такая поездка в Мадрид, такой мой Мадрид был в этот раз. Мадрид меня удивляет
и впечатляет все время чем-то. Я обязательно поеду туда еще. Надеюсь, что получится еще как-нибудь съездить на месяц, может быть, на 2. Все равно люблю этот город. Все равно хочу иметь с ним какую-то связь стабильную, крепкую дружбу, может, даже крепкую любовь. Вот. Все, давайте на этой ноте закончим это видео. Я очень вам благодарна, что вы интересуетесь моей жизнью в Испании. Делитесь обязательно своим опытом, своими историями. Это правда очень полезно, очень поддерживает меня, может, еще кого-то, кто будет это читать. Очень вам благодарна, что вы есть у меня. Все, я вас всех целую, обнимаю. Обязательно будьте счастливы. И до встречи в парфюмерном видео.